Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре горный и горный 2. Почему я решила сравнить эти сорта? Да потому что первый раз я заказывала у Софии, он мне пришел серый, от Софии, горный. А второй раз я заказывала у Натали, и он пришел белый. Сейчас я вам покажу. Вот видите? Этот серый, этот белый. Так, и сейчас в разрезе посмотрим. Вот так вот. И мне стало интересно. Очень, что один, что второй хорошо напудренные. Прям хорошо морают ручки. И начать я хочу с серого. А у меня еще лежат подготовленные кусочки мокрые. Сегодня без пасты. Потому что я готовлю большое видео с пастами. Там мы напробуемся. Так, серый, хорошо напудренный, достаточно звонкий, плотный, встречаются железистые вкрапления. Давайте пробовать. Угу. Он плотный. Я скажу, что это горный серого цвета. Он и не жирный, и не сухой. Угу. Так, горный серого цвета. Сразу скажу, это не мое. Он плотный, хорошо хрустит. Сорт не жирный, не сухой. Он не растворяется в кашицу. У него такая достаточно плотная крупинка до конца. Он жуется крупинчато, с плотной крупиночкой. По вкусу для меня как бы он безвкусный. Меловой вкус есть вкус пыли, сухой звездки. И все. Вот как-то вот он мне не зашел. Именно горный серого цвета. И сейчас мы его попробуем в мокром виде. Может быть, в мокром виде. Он прям в мокром виде, прям серый-серый. Вот видите разницу? Прям серый-серый. В сухом виде, ну, вкус обычный. Ничего особенного в нем нету. Ну, по крайней мере, я не чувствую. А вот в мокром виде он интереснее.
Горный серого цвета в мокром виде интереснее. Крупиночка становится помягче, но он также жуется крупинчатым, не растворяется в кашицу. И вкус у него прям бетона мокрого. Так, и мой любимый формат этого сорта именно в белом виде. Горный, ну его еще горный 2 подписывают. Он белоснежный, хорошо напудренный, звонкий, очень звонкий. Давайте пробовать. Другое дело. Как по мне, это вообще, они разные и по структуре, и по вкусу, и по плотности, и по цвету. Почему одно название имеет?
Так, что по поводу горного белого цвета. Он тоже плотный, достаточно плотный, откусывается звонко. И вот если в сером при укусе не чувствуется вкус, он распадается на такую жесткую крупинку, практически безвкусную, то когда откусываете белый, чувствуется сразу вкус. Значит, по структуре. Плотный, средний, я бы сказала, средней плотности, откусывается с хрустом. При разжевывании намокает, распадается на маленькие мягкую крупиночку. Он имеет мягкую крупиночку, которая начинает очень быстро таять в кашицу. То есть горный белый образует кашицу с мягкой крупиночкой. Для меня это полужирный сорт. Вот если горный серый, он ближе к сухому, хоть он и серый, вроде как бы глиномел должен быть, но нет. Он просто как молотая бетонная крошка становится, практически не имея вкуса. То горный белый, он имеет кашицу с мягкой крупиночкой. Вкус меловой, мокрой побелочки и слегка пыльный. Классный сорт. Горный в таком виде я люблю, в таком виде нет. И у меня есть кусочек. Давайте сравним. Вот. Видите, даже в мокром виде они отличаются. Этот беленький, этот серый. Давайте попробуем в мокром виде горный белый. Горный белого цвета в мокром виде вообще обалденный. То есть он наравне со стройматом у меня, как говорится, в одной линеечке. Во-первых, крупиночка также мягкая, но горный, его двойкой называют, горный 2, в мокром виде имеет отчетливую молочную нотку. Это мокрый мел, вкус мокрой побелочки и есть молочное послевкусие. Он не сластит, не горчит. Такой хороший вкус молочно-меловой. В общем, подведя итоги, скажу так: горный серый только в мокром виде для меня, и то на 3. А вот горный белый на твердую 5 и в сухом, и в мокром виде. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.